Здравствуйте! Спасибо, что вы здесь. Сегодняшнее видео мое будет о очередном наборе моей коллекции ювелирных украшений. И уже, как вы видите, как вы догадались, речь будет идти о Пандоре. Расскажу я также в видео, покажу, какие предметы украшений я нашла, какие предметы я получила бесплатно от Пандоры и какие тоже были не очень положительные нюансы у этой фирмы. Во время носки у меня там были одни проблемы, поэтому дальше все это по порядку в видео. Ну что ж, собирала я этот набор ювелирных украшений для повседневной носки, поскольку я не люблю покупать бижутерию, которая потом облазит. Я считаю, что лучше один раз в году купить себе какие-то более-менее серьги и носить их часто и быть довольным. Также у меня есть для повседневной носки тоже коллекция ювелирных украшений. Это коллекция от Tiffany. Кто не видел, я там рассказывала тоже про нюансы и показывала, какая у меня коллекция. Вот здесь по ссылке можно посмотреть. Итак, в этой коробочке у нас два колечка. Это из прошлогодней коллекции. Как вы видели, кто видел по предыдущему видео, я люблю кольца носить вот так вот, не полностью одевая, поэтому я купила себе вот такие вот колечки. Их можно и так вот, допустим, одеть. Сейчас я покажу. Вот, можно так вот одеть. Можно одеть вот так, будет уже по-другому. Ну, или на разные пальцы, естественно, можно дальше. В общем, мне понравились эти колечки своей ценой и тем, что вот они такие, с ними можно поиграться и по-разному одеть, и каждый раз они будут по-разному выглядеть и другие. Как ни надень, оно красиво выглядит. Есть у Пандоры такой нюанс, кто не знает, кто еще не приобретал в себе Пандору. Вот этот роз Gold, если носить повседневно часто, он начинает вытираться и становиться простым серебряным кольцом. Поэтому они просят чуть больше всегда за роз Gold, но опять же, нет смысла, потому что оно вытрется, если вы будете носить постоянно. Поэтому я не рекомендую покупать для постоянной носки роз Gold. Если изредка так вот, допустим, как я ношу эти кольца, то да, в принципе, оно долго прослужит. Там хорошее напыление. Такие колечки недорогие, маленькие, миленькие. Для того, чтобы добавить какой-то акцент к вашему образу. Я их ношу в основном только летом. Зимой, естественно, нету от них никакого смысла. Следующее у нас будет это серьги. Это одни мои первые серьги, которые были куплены у этой фирмы, потому что я хотела колечки, но какие-то со смыслом, какие-то не просто дешевые, которые, как я и сказала, облезут, или же какие-то они фирменные, простые серебряные, я тоже не хотела. Поэтому я купила, ношу их практически каждый день, и им уже хороших лет 7. Ну и как вы видите, все у них нормально, ничего не отвалилось. Оказались хорошими, качественными. Лапка закрывается туго. Вот такие вот с надписью Пандора и с маленькими циркониями. Уже их надо почистить, эти серьги. Я их давно не надевала в последнее время. Ну, такие, в принципе, хорошие брендовые сережки. На каждый день, я считаю, это самое то, что надо. Оно и акцент добавляет тоже образу, и они милые, и это не двухкопеечная все равно там какая-то бижутерия. Следующее у меня будет колечко.
Тоже одно из первых покупок. Я покупала вместе с серьгами. Там была какая-то акция, не помню. По-моему, купи какую-то одну вещь, вторую получи в подарок. И вот такое вот колечко у меня с сердечками. Кому как, кому кажется, что это кленовый листочек, кому это сердечки, либо это кленовый листочек в виде сердечек. Вот такое тоже миленькое, красивое колечко. Красиво блестит, хотя я его давно тоже не чистила. Блеск есть красивый. Вот видите, здесь и надпись идет. На такой тонкой ножке. Очень красивое, милое, нежное, женственное колечко. Очень хорошо носится. Следующее у нас будет, это еще одно колечко. Это колечко я получила в подарок, мне подарили его. Очень им недовольна. У меня был с ним нюанс. Вообще недовольна этим кольцом. Видите, оно такое полностью белое, хотя оно должно быть с таким напылением темным, чтобы эти сердечки были лучше видны. Произошел у меня один нюанс с ним. Я носила его практически каждый день, не снимая. И оказалось, что это серебро наливалось с технологией пузырьков. И эти пузырьки налились очень много. В общем, экономят серебро, скажем так. И налилось много этих пузырьков. И кольцо у меня просто от тепла лопнуло. Вот я просто стояла на кухне, убирала, и у меня просто на руке оно просто бум и рассыпалось. Я пришла в Пандору спросить тоже там, что за ерунда. И они говорят, мы не чиним ювелирные украшения. Рассыпалось, рассыпалось, делайте, что хотите. Мы не чиним ювелирные украшения. Я поехала домой. Естественно, у нас все можно починить, все можно сделать, потому что за рубежом никто ничего не чинит, никто ничего не делает. Все, выкидывай. И был тоже нюанс. И я принесла мастеру, у меня было две части, вот ровно напополам. Он такой, хорошо, там, я спаяю, приходи через час. Я прихожу, он говорит, я начал паять, оно под теплом, вот просто на куски начало распадаться. Тут, 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 вот даже, может быть, есть видно пайку. Сейчас покажу. Где-то тут иногда можно видеть, легла некрасиво. Вот, допустим, была спаяна, видите, уже не так красиво. Вот тут была спаяна, видите. В общем, он говорит, на части 4, вот, видите, еще спайка. На части 4 оно разлетелось. Говорит просто, вот, видите, еще спайка. Просто кошмар какой-то, некачественно вышло вот это кольцо. Опять же, мне не так обидно, потому что мне подарили, но вот такой вот нюанс есть у Пандоры. И, опять же, как я и говорю, они начали делать некачественные украшения и тем самым, опять же, говорить, мы не чиним, мы ничего не делаем, простите, извините. Вот этот вот у меня был такой минус, очень некрасивый и очень меня расстроил. Ну, а дальше позитивно. Коробочка с моими браслетиками. Они уже у всех есть, уже все накупили себе их. Вот этот браслетик, с которого я начала, браслетик мне пришел в подарок. У Пандоры многие, я уверена, знают. Там бывает, ты купи на какую-то сумму, и тебе дадут браслетик. По-моему, в моем случае это было в Америке, это было на $75 надо было купить, чтобы подарили тебе браслет. Вот, мне купил муж вот такие вот подвески, поскольку браслет шел бесплатно, то мы покупали подвески. Вот такая вот милая хрюнечка с Винни-Пуха. Я обожаю этот персонаж, он очень милый мне. И вот такое вот тут теперь колечко, чтобы оставалось на своем месте вот эта подвеска, вот это колечко, оно держится. Видите, оно накручивается. Сейчас. Вот оно накручивается, и получается, эта хрюшка остается на своем месте. Не съезжают тогда все подвески в одну сторону. Теперь вот такую тоже мне купил муж
накрутку в виде мини. Тоже ее обожаю, тоже мне нравится. Очень красивая, милая, мне очень понравилось. Очень хорошо смотрится. И следующая подвеска. Тоже, видите, чтобы все было на своем месте. Допустим, вот так, если носить. Либо же 2 подвески вы можете сюда сделать, и они будут оставаться на своем месте. Благодаря вот этим вот таким накруткам. Следующая подвеска, это с маленькими такими камешками циркония. Вот такой наборчик модницы, скажем так. Платьица, туфельки, помадка. Очень хорошо сделано. Ношу уже долго, ношу часто, ничего не оттерлось, не отпало. Знаете, как бывает, если носить очень часто, вот это ушко перетирается и отпадает. Вот видите, оно даже там и близко не выглядит так, чтобы что-то оттерлось или начало отпадать. Вот. А насчет вот, сейчас, если получится показать вам, насчет Rose Gold, как я и говорила, что если часто носить, оно начнет оттираться, то вот тут у меня уже немного начинает быть видно. Незначительно, но вот немного уже цвет такой тусклый становится, некрасивый, и уже оно начинает вытираться. Следующий браслетик, он был у меня в такой серии, такой черной, темной, такой покрытый полностью темным таким покрытием на серебре. Но я сходила в сауну, и оно у меня вычистилось, стал уже практически белый. Он такой должен быть темный, но теперь уже я не знаю даже, как его носить. Он стал такой светлый, как будто бы не очищенное серебро. Нашла я этот браслетик, я его нашла на пляже. Вот так он и был. С коронкой. Это оригинал. Не подделка. Поэтому повезло мне найти тоже такой браслетик. Не знаю, как-то меня почему-то как-то везет находить ювелирные украшения. Любые. Бывают даже простые какие-то цепочечки я нахожу, какие-то не брендовые. Бывает такое, не знаю. У меня даже ребенок уже смеется надо мной, говорит, может это что-то придумать, и ты его найдешь. Ну и следующая цепочка, опять же, я ее нашла. Была я как-то в Канаде, на Ниагаре. Там люди очень любят, приезжают туда повеселиться. Кто отмечает день рождения, кто свадьбу, кто мальчишник, кто что-то. Ну и, видимо, вот так оно потерялось. Оценили мне его в магазине в $500. Естественно, очень красивый браслет, очень мне нравится. Посмотрите, тоже с золотыми такими вставками, с камешками. Красиво на солнышке переливается, очень красивый браслетик. Я могу только представить, как кому-то жаль, кто его потерял. Ну и вот такая штучка, чтобы держать на руке это все, чтобы оно не спадало. Ты вот так надеваешь. Получается, сейчас я покажу. Тут уже другая застежка, кругленькая, это более новее серия. И цепочка уже чуть-чуть другая, тоньше. Больше такой, как шнурочек. Это вот придумано так, чтобы как раз, если что-то не так с застежкой, чтобы вы не потеряли, чтобы эта штучка держала на руке браслет, но, видимо, оно не сработало. Может, человек просто надел и забыл кого-то попросить застегнуть. И заговорился, и вот и шел рукой мотылял, и оно слетело. Вполне такое может быть, видите. Если у вас не сработает, то как бы, если что-то с застежкой, то как бы это должно предотвратить то, что потеряется этот браслет. Но, походу, с кем-то это сыграло тоже злую шутку, потому что показалось, что на руке закреплен браслет, и все, и он слетел, поскольку он не был закреплен. Вот такая вот красота. Вот такой у меня повседневный набор ювелирных украшений. Таких обычных, простых, чтобы носить повседневно, чтобы выглядеть и более-менее красиво, и
неплохо. Есть вот тоже, я же как говорю, у Пандоры такие разочарования. Но, не знаю, это, наверное, может быть, не повезло, может быть, что. Также я купила себе на одной из распродаж у девочки вот такие миленькие сережечки. Просто красота, просто прелесть. Коробочки у нее не было, но я давно их хотела. У них закончилась эта коллекция, и я не успела их купить, поэтому мне пришлось купить их с рук. Вот такие бантики от Мини, поскольку у меня есть мини такая подвесочка. Естественно, я искала, чтобы было хоть какой-то там набор или еще как-то. Очень красивые гвоздики, как я уже один раз говорила. Я больше предпочитаю носить гвоздики, чем длинные серьги. Ну, очень мило и очень красиво. С красными камешками. Вот такие у меня бюджетные ювелирные украшения, как я и сказала. Я считаю, я лучше один раз потрачу, допустим, куплю вот такие вот гвоздички и буду часто их носить. А потом в следующем году еще раз потрачу и куплю следующие гвоздики и буду потом менять. Чем я буду много накупать различных, какой-то различной бижутерии, которая облезет и мне будет не нравиться. Поэтому, если у вас есть тоже Пандора, если у вас были какие-то нюансы, если вы что-то находили, пишите, мне очень интересно, было ли у вас такое, как у меня, чтобы что-то разломалось, вот так вот лопнуло, или это только мне так повезло, я не знаю. Пишите, мне очень интересно. Ну а на этом все. До новых обзоров. Пока!